основная цель друг друга знать, делать общее дело, сохранение мира, межнационального согласия. Для начала берем с 3 аулов Успенского района. Сама организация была вначале городской, город Армавир, но, собственно, со временем, буквально в прошлом году мы получили статус краевой организации. Почему? Потому что, ну, вы знаете, сейчас активно мы работаем, не только мы, все общественные организации работают с грантами. Работать с проектами, с грантами, и юридически до наших аулов, которые находятся, ну, грубо говоря, в другом муниципальном округе, мы не могли донести эти средства, ну и юридически опять-таки. Да, мы решили все-таки стать краевой организацией для того, чтобы выигранные гранты мы могли спокойно юридически доводить, что, в общем-то, у нас и получилось. Но вот в планах, в идеях, сейчас забегая вперед, хочу сказать, что преподавание адыгского языка, мы, надеюсь, совместно с Ахмедой Залукановной запустим здесь, в Краснодаре, чтобы люди, желающие привести своих детей, может быть, кто-то из старших хочет научиться адыгскому языку, это будет возможно здесь. Просто кому попало, доверять нельзя руководству Адыга-Хосе. Это очень ответственное дело, это лицо нашего народа, нашей культуры. И как работает Хосе, так к нам будут относиться и другие народы, этносы. Потому что в крае люди должны знать, что наш народ самый древний из всех народов Краснодарского края. Мы должны уметь показывать свою культуру. И вот этот опыт, который уже у вас накоплен, мы его подробно смотрели, он бесценный, его немедленно надо вот на весь край распространять. Я очень радуюсь, и вот сегодняшнее собрание – это как бы вот признак того, что дела пойдут хорошо, нормально будут идти, планы наши реализовываться. Меняются технологии, меняются многие процессы в обществе, в гражданском обществе, в международной обстановке. И она диктует уже, данная обстановка диктует другие формы. Сегодня мы видим ту молодежь, которая умеет вот так рассказать, показать, вот так активно преподнести себе, которая имеет хорошую поддержку. Я очень рада. Вы видите, Шаша Даха Хашеву. Вот я говорю, меня просто пробирает. У нас многонациональный край, многонациональный, многоконфессиональный. Сама по себе, вот именно мозаика, это конфессиональная мозаика Краснодарского края, она отличается тем, что действующие на Кубани национально-культурные общественные объединения, национальные общины, диаспоры, они объединенные в центрах национальной культуры, объединенные за счет представителей именно старейшин, руководителей организации, они показывают свою культуру, традицию, историю. Ведь это же очень важно, это способствует сохранению особенностей, вот именно особенностей, национальной особенности Краснодарского края. Укрепление мира, согласия, дружбы, поддержания стабильности в нашем городе, крае, России в целом будет достигнуто, поэтому я уверен, что эта работа она не проходит даром, что все мы вместе с вами в дальнейшем будем идти рука об руку нашей главной цели – укрепление межнационального мира. Вот сегодня страна очень нуждается в тех ценностях, традиционных черкесских ценностях, носителями и трансляторами которых мы должны стать. Это ценности мужества, храбрости и бесстрашия для мужчин. В стране нужны воины и нужно воспитание воинов с малолетства. Нужен воинский дух. Мужчины должны быть мужчинами. Они должны уметь держать в руках и плуг, и меч. И здесь у адыгов большие традиции. И остро нуждается в реставрации семейных ценностей, традиционных. Нас здорово всех разложило общество потребления в последние вот 30 лет. И здесь вот вопрос к девчонкам. Традиционные ценности семейности, женственности, материнства у адыгов тоже всегда были на очень высоком уровне, и мы должны постараться вот то лучшее, что в нашей культуре и всегда было, аккумулировать и транслировать вовне. Готов, как говорится, со своей стороны сделать все возможное, зависящее от меня, для того, чтобы быть полезным вам, вот этим молодым ребятам, некоторым студентам, которых я учил и учу на сегодняшний день.
я их прекрасно знаю и не понаслышке о том, что они себя представляют, насколько гордо несут они свое происхождение. Важно, что здесь вот 3 флага Российской Федерации, Краснодарского края, Республики Адыгея. Я почему про это хочу с этого начать? С того, что в наших 2 регионах, наверное, как нигде на юге страны, берегут межнациональное, межконфессиональное согласие. Мы, можно сказать, мы пылинки сдуваем с этого вопроса. И за эти 30 лет с момента развала Советского Союза и образования Российской Федерации в наших регионах каких-либо существенных межнациональных или межконфессиональных разногласий не было. И я хочу что подчеркнуть, что это заслуга людей, всего народа Республики Адыгея, Краснодарского края. И вот в этом контексте со мной приехал к вам Азамат Бжецов, участник СВО. На самом деле без дружбы, без межнационального согласия, без взаимоуважения, без взаимопонимания завтрашнего дня не будет. Вот. Мы должны все друг друга уважать и любить. Адыгея и край, они как бы тесно переплетены культурно и исторически. И от муфтия нашего Аскарбека Хаджибиевича Карданова, я себя лично, конечно, Исламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. То, что я здесь нахожу, это позиция духовного управления. Позиция духовного управления мусульманской республики Адыгея и Краснодарского края, то, что ислам и обычаи, да, как многим кажется и ошибочно кажется, что они разделяют, то есть ислам разделяет. Ничего подобного. Это высказывание из Священного Писания Корана, где Всевышний Господь говорит, что я создал вас племенами и народами, чтобы вы познавали друг друга. То есть что значит племенами и народами? Значит, если мы являемся народностями, то есть любой другой национальности, если мы являемся там, племенами, это говорит о том, что это мудрость Всевышнего. И вот это вот другое слово, чтобы вы познавали друг друга, то есть познавать друг друга, потому что в каждом народе есть хорошие и плохие качества. Да, и то, что есть в нас хорошего, в каждом народности, а в каждой народности, это есть то, что мы должны вбирать в себя. Вы рассказывали про данные мероприятия, которые провелись в Екатеринодаре почти 115 лет назад. И мы видим, чем они занимались, это просвещение и благотворительность. И на данный момент вы занимаетесь тем же самым, продолжаете эти традиции. И как сказал Аскер Музыкович, что также через 100 лет, я думаю, что о всех нас будут говорить именно кто вносит такой вклад в развитие нашей культуры. И хотел бы поблагодарить наше старшее поколение, без которого, я думаю, что у нас бы этого всего не получилось. Я очень бы хотела с вами быть рядом в этот день. Я считаю, что это очень важный день для нас всех, где бы мы ни находились, потому что фактически вы подхватываете эстафету, которую заложили такие блистательные адыги в Екатеринодаре в начале 20 века. Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на Черкесском молодежном вечере, организованном от АДГХАСа Краснодарского края. Подобного рода мероприятия очень важны для нас, поскольку позволяют, с одной стороны, получать новые знания об истории и культуре нашего народа, прививать правильные культурные ценности, с другой стороны, позволяют знакомиться нам друг с другом, обмениваться опытом и размышлениями. Я уверен, что все участники этого мероприятия получат большое удовольствие, получат огромное количество новых знаний и будут с огромным удовольствием и дальше посещать мероприятия, которые организуются АДГХАСом, молодежным крылом. Спасибо вам еще раз большое за ту работу, которую вы проводите. Вкусненько.
Хорошо за счет освещения. Мария Жак. И вот так вот закачать. Наступающий начинает расходиться. Обороняющийся должен поймать наступающего, а наступающий дать ему. И сверху. Если я снизу буду хватать, на данном слайде вы видите вид метрической книги. Метрические книги – это те книги, в которых описывались все акты гражданского состояния населения определенного села, города. Ну и самое главное, это девушка помещается в книге, потому что приезд девушек это всегда было большое событие, красивое событие, всадники, которые прибывали от такого группы. Ежедневных расходов. Закупер, Балканы, Мяса, Закупер, Турция, Мяса, Трабзу, Мясяси, Зихабушара. Балканы, Рашаки, улица, один Зрактор, Дзяши, улица Маказа, Та страница истории репатриантов, она очень интересна, и переосмыслить ее – это очень важная задача, особенно сейчас. Переосмыслить и понять, что те процессы, которые тогда происходили, в корне имели определенные интересы. Вот как Абид Алмазхар правильно подметил и сказал, что черкесы использовали как военная охрана, их поселяли в территории защиты, использовали как военные исключительно части, причем в очень тяжелых регионах, где не было рек, не было возможности им нормально вести сельскохозяйственную и фермерскую деятельность, которой они занимались на родной земле. И во второй части мы говорим о уже более позднем периоде, это советский период, период взаимодействия Сирийской Арабской Республики, с которой у нас были очень хорошие, теплые отношения, период руководства Хафиза Асада, и сейчас Башара Асада, сына его прилет. И сам Абид Алмазхар бывал, это во второй части есть, бывал у нас в Советском Союзе. И более того, вот это нужно подметить, адыги тогда, в 70-е, 80-е годы, написали письмо. Абид Алмазхар написал письмо в Адыгею. Через 2 месяца книги по его запросу были в Сирии. 2 месяца. У нас порой Почта России бывает дольше доставляет книги, чем тогда Алиги и власть, тогдашняя советская власть в Республике Адыгея, тогда еще в автономной области, смогли доставить, собрать эти книги, доставить в Сирию, по которым обучали детей адыгскому языку. Вам большое спасибо, что пришли, выслушали. Большое спасибо.